Загородное шоссе. Новенький «Мерседес» двигается в ночи на приличной скорости. Руки водителя цепко удерживают руль, из колонок льется энергичная музыка. Дальний свет полностью освещает шоссе, встречных машин нет, можно не бояться ослепить другого водителя. Закончилась рабочая неделя, и Грег ехал к себе домой. В свой маленький загородный дом и 4 сотки личных угодий. Не слишком много, даже мало для кого-то, но ему этой земли хватало. Вперед, домой, быстрее, туда, где в холодильнике ждала запотевшая бутылка виски и все для быстрого приготовления нескольких сытных сэндвичей. Картина была перед его глазами. Вот он загнал машину на участок, закрыл ворота, некоторое время промучившись замком. Чертова железяка начала ржаветь, давно пора ее заменить. Пара пакетов из багажника, автомобиль на сигналку, а рука уже готовит ключи в кармане. 2 поворота в замке и выключатель справа, холл заливает светом. Здесь же бросить надоедливые пакеты, разуться и захлопнуть дверь за спиной, не забыв закрыть все замки. Все, я дома. Ритуал тщательного мытья рук и курс на кухню к холодильнику. Открыть его, взять бутылку, отвинтить пробку. Жидкость льется в стакан, наполняя его на треть, а еще секунды спустя, холодная снаружи и горячая внутри смесь проникает в уставший организм. Волна мурашек по коже от этой картинки в мозгу. Спустя десяток секунд вернуться в холл за пакетами, все раскидать по своим местам и сходить в душ. Смыть с себя эту неделю и послать к черту все трудности. Сделать сэндвич, второй, еще... и, запивая алкоголем, наслаждаться второсортной комедией. Итогом вечера станет опустевшая бутылка и рухнувшее на кровать тело. Это и есть его мир. Мир одинокого мужчины. Мир, которым он доволен. Взгляд на спидометр. Оценка ситуации и легкое усилие на педаль скорости. Стрелка послушно ползет вправо, а машина увеличивает скорость. 120 км, 130, 140... Пока достаточно. Отличная скорость, так он будет дома на 20 минут раньше. И на эти же десятки минут быстрее осуществит свой план. Запереться в одиноком домишке, лакать алкоголь и жрать сэндвичи. Из-за облаков выглянула огромная полная луна, заливая редкий лес по обе стороны машины мертвенным светом. Сегодня что, полнолуние? На фоне нечеткого света вечного земного спутника с левой стороны движется тень. Что-то высокое, худое. «Всего-то ехать осталось час», — подумал Грег, принимая увиденное за усталость. Остановив машину, он вышел на улицу, чтобы хоть немного разогнать кровь. Уснуть за рулем и попасть в сводку новостей по второму каналу — нет уж, увольте. Ночной воздух после ясного весеннего дня оказался крайне прохладным. Столбик термометра явно опустился ниже 10 градусов. Проделав несколько энергичных движений, стало чуть легче. Усталость отступила, но прохлада не отпускала и сжимала в своих тисках. А еще этот образ где-то в 300 метрах от автомобиля. В подлеске явно что-то двигалось, но из-за бледного света луны и плохой освещенности этого места было сложно разобрать ситуацию. Что-то высокое, более 3 метров, а еще худое, с непропорционально длинными руками. Или это игра воображения? «Да ну его к черту!» – тихо выругался Грег и, запрыгнув в машину, заблокировал двери, утопив педаль в пол. Прокрутка шин, гравий во все стороны, и «Мерседес» срывается с места, набирая за десяток секунд скорость за 100. Удовлетворительно крякнув, водитель сделал музыку чуть громче и снова погрузился в свои размышления о том, как окажется дома. Музыка резко оборвалась. Из эфира раздался треск. Переключив настройку волны, еще и еще, везде одно и то же. Отсутствие четкого радиосигнала и помехи. «Да что с тобой не так?» Тихое злобное ворчание на приемник. И в этот же миг, когда он хотел включить запись с флешки, на фоне помех раздался голос. Голос, от которого волосы встали дыбом. Как будто говорил ребенок, резко, громко и отрывисто, но к его словам добавляли компьютерный эффект.
как из фильма ужасов. В нотках говорившего ощущался звон металла, словно горло этого ребенка. Машина, дорога, жажда, скоро, слежу, знает, чувствует. И так по кругу. А еще тень слева, снова, но уже ближе к автомобилю. Что за черт? Холодная капля пота по спине. Руки крепче сжимают руль, и упрямое давление педали на правую ногу усиливается. Стрелка скорости уходит к показателю 160 км, 170. Мысли в голове: вставить флешку и забыть про ужасный голос. Да, точно, наверняка сбой на ретрансляторах радиосигналов. Сейчас включу музыку, и все станет на свои места. Рука тянется к переходнику, но ставшие деревянными пальцы роняют устройство хранения данных куда-то под ноги. Черт, мать твою! Остановиться, достать, сделать все по классике жанров? Нет, я на такое не куплюсь. Просто выключу долбаное радио и доеду до дома в тишине. Рука тянется к выключателю, но голос резко обрывается, оставив в эфире лишь вой помех. И в этот же момент включается сигнал от одного из атмосферных датчиков левого переднего колеса. Падение давления в шине. Прекрасно. А я-то последние минут 10 думал, почему у меня начинает слегка вибрировать руль. Между тем, управление автомобилем становится все менее четким, а вибрация усиливается. Приходится сильно снизить скорость. Быстрый взгляд влево и оценка ситуации. Там что-то продолжает двигаться? Вроде нет. И как назло нет ни одной встречной машины. Уже битый хлопок и потеря управления. Машина юзом по шоссе чудом не переворачивается. Несколько оборотов и остановка на середине дороги. Боль в руках. Они что есть мочи сжимают руль. Тело словно деревянное, и дикий страх парализовал. Успокоиться. Просто успокоиться. Я жив. Медленно разжать пальцы и отпустить руль. Трясущимися руками достать сигарету, вспышка огонька света и затяжка. Самое первое, самое вкусное. И легкий дурман в голове. Откинуть голову и закрыть на миг глаза. Удар в водительскую дверь. Натянутые нервы не выдержали. Резкий вскрик, и сигарета падает из рук на коврик. Все тело трясет от страха, а в голове вспыхнули молитвы к высшим силам. «Отче наш, и же ты, защити, Боже!» Неумело и срывающимся голосом. Наверное, прошло с полчаса, а может быть и больше, прежде чем Грег смог успокоиться и частично совладать со своим страхом. Осознать то, что выйти из машины придется. Выключив надоевший вой помех из радиоприемника, он осмотрелся. Вроде никто не ходил вокруг автомобиля в окружающем лесу. Не происходило ничего сверхъестественного. Еще пара минут, и, пересилив себя, Грег разблокировал двери и вышел. Сразу же он заметил то, что стало причиной резкого удара в корпус автомобиля. Возле водительской двери лежал огромный мертвый еж. Мужчина передернулся от увиденного. В голове снова закрутились мысли. Не мог же он сам сюда прилететь? Значит, его кто-то в меня кинул. Оттуда? Из леса? Это какой же замах должен быть, чтобы он вот так прилетел? Да и еж крупный. Человек бы так сильно замахнуться не смог. А если не человек кинул, то кто? Да о чем я думаю? Нужно заменить колесо и убираться отсюда. Багажник, домкрат и запаска. Машина едет, не едет, здесь, вижу, мое. Но ведь это не из машины. Там я его выключил. С ледяным ужасом подумал Грег. Это где-то позади меня. Взгляд за спину. На кромке леса, почти у самой дороги, стоит ужасное существо. Под 4 метра. Непропорциональное тело, длинные руки, а на тонкой шее вместо головы 2 рупора. И звук. Дикий крик страха взрослого мужчины завершился так же быстро, как и начался. На его смену пришел треск раздираемой на куски плоти. Уже 3-е подобное убийство на этом шоссе.
И почерк всегда аналогичный. Разорванная на куски жертва на дороге возле своей машины. Что думаешь? Не знаю, разборки, наверное, бандитские. Тучный полицейский со скучающим видом заполнял бланк, не стараясь внимательно отвечать своему коллеге. Мысленно он был уже дома, возле телевизора, с пивом и сухариками. Его желанием смог помешать какой-то неудачник, сумевший сдохнуть под конец дежурства. Напарник, глядя на своего коллегу, лишь покачал головой, словно прочитав мысли последнего. Завершив рутину дел по передаче смены, тучный полицейский уселся в свой новенький форд и поехал по направлению к дому. В быстро сгущавшихся сумерках он не смог разглядеть среди деревьев длинную фигуру, сливающуюся с окружающим пейзажем. Фигуру, на тонкой шее которой были два рупора. И тем более он не мог услышать тихий, пока еще, голос, доносившийся из динамиков существа. Машина едет, не едет, здесь, вижу, мое. Я сидел как на иголках в ожидании своих друзей, Кирилла и Димона. Повод для волнения был, так как мы втроем увлекались заброшенными объектами и их обследованием. Одним словом, мы были сталкерами, но необычными. Мы проникали на закрытые или секретные объекты и старались найти ценные вещи или документы, которые могут пролить свет на тайны некоторых событий или мест. В одном из заброшенных архивов я и обнаружил старую карту нигде не упомянутого и не отмеченного города, который был засекречен. Но почему, я так и не смог узнать с листов уже истлевших документов. Когда мы собрались у меня в квартире, все без промедления решили ехать туда. Некоторое время нам понадобилось на подготовку и сбор необходимой провизии и вещей, ведь путь через густой лес, как мы понимали, будет долгим и, возможно, продлится пару дней. Когда же все было готово, я, Кирилл и Димон выдвинулись в продолжительный поход. Как мы и ожидали, по прибытию к ближайшему месту от нужного нам населенного пункта нам пришлось следовать через густой и промозглый лес. И спустя почти 2 дня мы все-таки вышли на окраину покинутого города. При взгляде на него захватывало дух. Немногочисленные 3- и 5-этажные здания были покрыты растительностью, и это выглядело как в каком-то постапокалиптическом фильме, когда природа берет свое и отвоевывает территорию, некогда занимаемую человеком. Мы решили осмотреть главную площадь, которая находилась всего в 5 зданиях от леса, окружавшего данный город. И мы понимали, что за десятки лет нам довелось стать первыми людьми, которые посетили это место после его запустения. Нас завораживал окружающий вид, только не давало покоя чувство тревоги, которое начало преследовать нас еще на подходе к городу. На главной площади смутил столб оповещения, нерационально стоящий прямо посередине уже заросшей, но еще различимой проезжей части. По всей видимости, если бы там ходил транспорт, то столб очень сильно этому препятствовал бы. А самым необычным было то, что он был очень высоким. 5-этажные здания, которые находились неподалеку от него, казались равноценными или даже чуть ниже, а само основание было в разы объемнее и крупнее, чем у других столбов. Венцом его были 2 огромных рупора. Я предложил остальным продолжить осмотр города, но ребята были против из-за изнурительного перехода. Вдобавок уже смеркалось, и видеть что-либо дальше 10 метров становилось все сложнее и сложнее. Мы все приняли решение остановиться недалеко от центральной площади, в одной из квартир заброшенной 3-этажки, чтобы исключить проникновение животных из леса, которые, походу, оккупировали этот город. Расположившись на 3-м этаже здания, в квартире, в которой еще закрывалась дверь, мы начали приготовление ко сну, постелив спальники. На улице в то время уже взошла тусклая луна, которую заслоняли многочисленные облака, и ночь стала непроглядной. Тем более казалось, что темнота становилась... Мы, не сговариваясь, подскочили и принялись высматривать то, что издает звук на улице, через грязные окна квартиры. Я сперва тоже бросился к окну, но постепенно начал пятиться назад к выходу из квартиры, окликнув ребят, чтобы они также последовали за мной. Но они продолжали всматриваться в темноту,
пока что-то огромное не перегородило окно и тусклую луну, которая с трудом давала хоть какой-то свет с улицы. Вместе мы схватили свои рюкзаки и, бросив все, что успели достать из них, вылетели из квартиры, стараясь покинуть это проклятое место. Очутившись на первом этаже у выхода из подъезда, мы украдкой начали продвигаться вдоль стены здания в сторону окраины этого чертова городка. Но дойдя до середины, Димон рванулся вперед, чтобы проверить обстановку, и заглянул за угол дома. Через секунду раздался его испуганный крик и звуки сирен. Мы увидели, как Димон ошарашенно несется в нашу сторону, но он не успел добежать к нам и резко остановился неподалеку. На его лице читался ужас. А у нас за спиной послышался грохот. Обернувшись, перед собой мы увидели 10-метровое чудовище с непропорциональным телом, напоминающее высокого человека с длинными руками. Его кожа была покрыта буграми и иными наслоениями, которые даже было невозможно описать. Через его тело проходили провода, но они пульсировали и перетекали, как вены, оголенные вены. А на вершине несуразного и ужасного тела находились два огромных рупора, которые начали издавать вой сирен и непонятные шипящие звуки. Пока мы стояли в оцепенении, это чудовище схватило Кирилла своей длинной рукой с неимоверно длинными когтями и подняло вверх. От вида поднимаемого в воздух друга оцепенение исчезло, и мы с Димой рванули. Мы с Димоном забежали в ближайшую пятиэтажку, чтобы спрятаться от этого нечто и немного переждать момент, когда оно уйдет, и мы сможем украдкой дойти до леса и покинуть это место. Забившись в угол квартиры на 4-м этаже здания, мы пытались прийти в себя и обдумать, что же произошло сейчас и кто это был. Димка, переведя дух, встал и подошел к окну, чтобы убедиться, что дальнейший путь свободен и мы можем покинуть укрытие. Но перед его лицом возникли два огромных рупора, в центре которых были видны большие и острые зубы. Через секунду в комнату проникла рука монстра, обхватив тело Димона. Я попытался спасти его, но не успел. Он вылетел через окно с сжатой рукой этого монстра, пробив своим телом остатки оконной рамы и стекол. Секунда замешательства и ужаса накрыла меня, но страх за свою жизнь придал мне сил. Слетев вниз по лестнице и выбежав на улицу, я осознал, что нахожусь почти на окраине. Из последних сил рванув в сторону леса, пытаясь обернуться и посмотреть, насколько близко это сиреноголовое чудовище, я провалился в пожарный ров около леса. Лежа на дне рва, почти в бессознательном состоянии, я слышал, как это нечто прочесывает город в поисках меня. Звуки сирены то угасали, то усиливались, переходя в шипение и щелканье. Я отключился. Когда я пришел в себя, мне в глаза ударил яркий дневной свет. С трудом поднявшись, я начал уходить глубже, в чащу леса, подальше от этого проклятого города. Спустя 4 дня скитаний по чаще, изможденный и голодный, я выбрался к населенному пункту. Мне повезло наткнуться на грибников. Они вызвали скорую, и, провалявшись месяц в больнице, а потом еще через 3 дня пути, я оказался дома. Больше года у меня ушло на поиски информации об этом проклятом городе. И по случайности мне удалось узнать про него у одного бывшего сотрудника спецслужб. Много десятилетий назад там был небольшой городок, но однажды в нем начали массово пропадать люди. Пропажа сопровождалась воем сирен противовоздушной обороны и шумом радиопомех. На тот момент спецслужбы уже искали маньяка, но не нашли его. В дальнейшем его назвали Сиреноголовый из-за расположения сирен на голове монстра. Город в срочном порядке эвакуировали, затем закрыли, и до развала СССР охраняли периметр от проникновения. А когда наступила перестройка, все про этот город забыли, так как финансирование больше не позволяло держать войска вокруг периметра данного объекта. Все упоминания об этом городе были стерты. Заметки и записи о случившемся были отправлены в архив, где в дальнейшем я и нашел карту к этому городу.
Если вы наткнулись на заброшенный город в лесу, то бегите, бегите подальше от него, не оглядываясь. Возможно, это тот самый город, из которого вы уже не сможете выйти.